Приветствую! Хочу представить вам программу KSU Super Zoom. Эта программа используется для того, чтобы создавать эффектные снимки с ваших мероприятий, сочетать панораму и селфи. Перед тем, как использовать программу, необходимо сначала настроить галерею. Дело в том, что все снимки производятся через интернет, непосредственно с телефона посетителя выставки. Я захожу на сайт Admin Photos with Me, используя мой логин и пароль от KSU Manager. Здесь я вижу список моих галерей. Давайте добавим еще одну. Вот мы видим, появилась новая галерея. Здесь я могу скопировать ссылку непосредственно на папку на Dropbox. Все файлы хранятся на Dropbox. Если мы хотим скачать все наше мероприятие, нам необходимо открыть данную ссылку и скачать все файлы. Давайте отредактируем галерею. Первым делом я должен придумать новое название моей галереи. Это название должно быть уникальным, не использоваться. То есть я вот попробую сделать тест. Как мы видим, данное имя уже занято. Придумаю тест 5, например. Придумаю название нашего ивента. Также могу задать пароль галереи. То есть посмотреть галерею или сделать снимок можно будет только зная пароль. Я могу поменять основной фон галереи и цвет моей анимации. Кроме того, выбрать тему галереи. Она влияет на то, какого цвета будут плашки, цвет кнопок и цвет текста на этих кнопках. На данный момент доступны либо светлая, либо темная тема и, соответственно, синий, красный или зеленый цвет кнопок. Обязательно после того, как мы изменили настройки во вкладке, мы должны их сохранить. Перейдем во вторую вкладку. Здесь я могу изменить все тексты в моей галерее. В третьей вкладке я могу изменить изображение на страницах. Как это происходит? Сначала мне необходимо выбрать файл. Например, вот я хочу, чтобы у меня был вот такой логотип. Затем я нажимаю «Загрузить». Мы видим, что фотография загружена. И после этого обязательно сохраняю. Видим, галерея сохранена. В последней, четвертой вкладке я должен внести настройки моего почтового ящика. Именно с этого почтового ящика будет производиться отправка всех писем. Сохраняем настройки. После того, как мы настроили нашу галерею, мы можем перейти непосредственно к программе. Вот мы видим интерфейс нашей программы. Давайте перейдем к настройке. В основных настройках мы можем изменить пути, где хранятся наши файлы. Изменить язык интерфейса, внешний вид интерфейса, экрана, на котором он отображается. Здесь мы видим список серверов. Очень важно выбрать наиболее близкий к вам сервер. Дело в том, что эта программа постоянно общается с сервером. В случае нестабильной связи могут быть большие проблемы. Например, из Дубая у нас не работала связь с Россией, постоянно прерывалось соединение. Выберу немецкий сервер. Далее я выбираю ту галерею, которую буду использовать. Сохраняю мои настройки. Здесь мы видим ссылку, по которой у нас будет производиться съемка, а по этой ссылке мы будем видеть всю нашу галерею. Переходим к настройке камер. В качестве первой камеры мы должны выбрать ту камеру, на которой у нас будет сниматься панорама. Вторая камера – это будет камера, которая снимает селфи, крупный план. Если мы используем объективы Canon, то у нас автоматически выбирается модель объектива и вносятся поправки. Если мы используем какой-то другой объектив, то нам необходимо вручную это сделать. Если моего объектива нет в списке,
то я могу эти внести коэффициенты вручную, найдя их где-нибудь в интернете. С помощью этих коэффициентов мы устраняем дисторсию объектива. У нас изображение перестает быть выпуклым или вогнутым. И, соответственно, два изображения склеиваются достаточно ровно. Эта процедура выполняется достаточно долго по времени. Если я хочу ускорить обработку, и мне не важны эти геометрические искажения, то я могу включить ручной режим и поставить нулевые коэффициенты. Давайте запустим Live View на обоих объективах. Автофокус у нас работает, пока нажата кнопка AF. Вот я сфокусировался на кружке. В чем еще одна особенность? Дело в том, что на панорамном снимке у нас попадает достаточно большое количество объектов на разном расстоянии. Соответственно, нам необходимо добиться максимальной глубины резкости. Обычно это делается за счет диафрагмы. Хорошо. Перейдем к калибровке. Попробуем сделать снимок. В данном окне я изменяю размеры второго снимка и его местоположение, для того, чтобы он максимально совпал с первым. Ну, вот так. Далее я должен отрегулировать яркость моих снимков так, чтобы они практически сливались. То есть, например, если у нас будет вот так вот, то мы видим очень большую разницу. Ну, пусть останется так. Далее переходим к брендированию. В брендировании мы задаем, что у нас будет в начальном кадре и что у нас будет после зума. Во втором снимке не рекомендуется делать красную рамку близко к границам кадра. Дело в том, что у нас снимки все равно не идеально склеиваются. Все-таки геометрия
при разном зуме совершенно разные. И края, как их не исправляй, будут отличаться. Да, не будут выгнуты из-за того, что дисторсию мы исправили, но перспектива будет немножко разная. Чем больше у нас будет объектов, расположенных на разных планах, тем больше будут видны искажения перспективы. Соответственно, мы выбираем что-нибудь ближе к центру кадра. Здесь я могу настроить размер видео, который у меня будет получаться. Например, 1080 на 1080. Вот. Выбираю, с чего у меня будет начинаться видео, с крупного плана или с общего плана. Пауза, в течение которого будет этот первый снимок отображаться, и длительность зума. Дальше мы можем выбрать, будет ли у нас анимация зацикливаться, то есть зум будет идти только в одну сторону или в обе стороны. Я могу наложить на мое видео статическую картинку, PNG файл, либо видео оверлей. Также могу добавить музыку. Сохраняем мое брендирование. Давайте попробуем сделать снимок. Вот какое видео у нас получилось. Теперь давайте посмотрим, как выглядит процесс съемки с точки зрения гостя. Вот мы видим ссылку для съемки. Нажимаем «Сделать снимок». Нажимаем «Старт». Мы видим наше видео. Мы можем сохранить его или отправить на электронную почту. Успешно отправлено. Посмотрим, как выглядит наша галерея. Здесь мы видим все наши фотографии. Если мы щелкаем на какую-то из фотографий, то открывается видео, хранящееся на Dropbox. Спасибо за внимание.